Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить вкусный овощной греческий салат. Мой вариант греческого салата – хариатики, в переводе деревенского салата, близок к классическому. Но в качестве приправы я использую не чистый орегано, а греческие травы с чесноком. Мне так больше нравится. Особенностью греческого овощного салата является то, что овощи в салат нарезают крупно. Я начну нарезку с 4 огурцов. У меня огурцы со своей грядки. Огурцы для салата выбирайте без крупных семян внутри, но если семена есть, то их лучше вырезать. Говорят, что греки чистят огурцы. У меня огурцы не горчат, поэтому я этого делать не буду. Чистить огурцы или нет, решайте сами. Количество всех ингредиентов в салате по вкусу. Можно огурцы нарезать крупными полукольцами, но я их нарезаю на дольки. Теперь нарезаю помидоры. Помидоры у меня тоже со своей грядки. Они сочные и мясистые. Помидоры разного размера. В салат я решила добавить 5 штук. Помидоры небольшого размера разрезаю на 4 части. Те, что покрупнее, делю на 6 частей, а самые крупные делю на 8 частей. Список всех необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Один сладкий перец оранжевого цвета нарезаю на крупные кубики. Перец у меня тоже свой. В традиционном рецепте греческого салата используется зеленый сладкий перец, но его вполне можно заменить на красный, оранжевый или желтый. Красную небольшую луковицу нарезаю на полукольца и разделяю на соломку. В классическом греческом салате используется лук-шалот, но в моем супермаркете его нет, поэтому использую этот. Оливки в моей семье не очень любят, поэтому нарезаю всего 10 оливок без косточек на колечки и отправляю в салатник. Если вы любите оливки, то их можно взять больше и добавить в салат целиком. 150 грамм сыра фета нарезаю на крупные кубики. Если будете готовить греческий салат в порционных тарелках, то кусок феты положите сверху на овощи. Потом каждый, кто будет есть салат, сам нарежет сыр так, как ему нравится. А если будете готовить греческий салат так, как я, на общий стол, то нарезайте сыр крупным кубиком. Готовлю заправку для салата. Здесь 50 мл оливкового масла первого холодного отжима. Можно просто посыпать салат приправой и полить оливковым маслом. Но мне больше нравится сначала смешать масло и приправу, а потом соусом полить салат. Добавляю 1 чайную ложку греческих трав с чесноком и перемешиваю до однородности. Салат солю по вкусу. Посыпаю черным молотым перцем и поливаю соусом. Аккуратно перемешиваю. В самом конце добавлю кубики сыра фета. Мой салат готов. Покажу вам одну порцию салата. Я сервировала тарелку листьями салата. Кладу сверху на овощи несколько кусочков сыра фета. Можно было положить сыр в салатник и оттуда набирать порцию, но для демонстрации я делаю так. Остальной сыр отправлю в салатник. Я решила украсить порцию салата веточками петрушки.
Вот так выглядит порция моего греческого салата. Греческий салат не только вкусный, но и полезный. Овощи содержат полезную для нашего организма клетчатку и пищевые волокна. Их употребление улучшает работу пищеварительной системы. Оливки очищают печень, а сыр фета – отличный источник белка и кальция. Список продуктов, которые мне понадобились, чтобы приготовить греческий салат, вы сейчас видите на экране. В моей семье любят различные салаты, особенно приготовленные из своих овощей и зелени. Поэтому я чаще всего готовлю греческий салат летом и ранней осенью. Все-таки свои натуральные овощи имеют совсем другой запах и вкус. Они гораздо вкуснее и ароматнее овощей из супермаркета. Приготовьте греческий салат по этому почти классическому рецепту. Думаю, что он вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!